Привет, ребята! У меня сегодня немного необычное видео. Я такого еще не снимала, но решила, раз уж я свой канал назвала ASMR Cell, то содержание, соответственно, у меня должно быть такое. Ну, хотела бы сразу сказать, что не будет каких-то супер необычных или, как я их называю, супер современных, супер модных видео. То есть ничего есть я здесь не буду. И какие-то звуки делать неестественные тоже я не буду. Все потому, что я считаю себя представителем old school ASMR, так скажем. Мне нравятся видео, в которых, к примеру, делают массаж или играют волосами, расчесывают их, может быть, делают какие-то прически. И я сегодня хотела бы показать отрезки именно таких видео, которые нравятся мне. Ну и хотела бы я начать с одной вещи, которую вы, скорее всего, видели уже в некоторых видео других представителей ASMR на YouTube. И смотрите, это такая расческа. Она не первая. Это, может быть, третья, может быть, четвертая. И я начала смотреть видео, я думаю, в 2009, может быть, 2008 году. И одной из первых блогеров это была Мария Gentle Whisper, это мы все ее знаем. И когда я наткнулась на видео, в котором у меня была расчесочка, у меня такая уже была, и я была просто в восторге, потому что все-таки тогда не так было распространено это явление, и немногие знали о том, что оно действительно есть. Этот звук дерева, когда мы проводим по нему, немножко вот так ноготками скребем, действительно очень успокаивающий, приятный. И расческа мне нравилась во многом из-за того, что я могу сделать вот такие звуки, просто постучать по ней, и уже мне это очень нравилось. Ну и плюс деревянная расческа для волос — это полезно. Да. Сейчас я не так часто пользуюсь, потому что есть также другие аналоги. И может быть даже что-то даже более полезное для волос, чем деревянная расческа. Тем более моя, как вы посмотрите, она не обработана. То есть, наверное, отполирована. Или не знаю, как правильно говорить, когда дерево, но оно без лака. Это именно я имею в виду. Один из типов видео, который мне нравится, это расчесывание. Причем неважно, длинные волосы, короткие, покрашенные или естественного цвета. Это совершенно не играет никакой роли. Очень люблю такие типы видео. И, наверное, я, скорее всего, возможно, даже видела все ASMR-видео расчесывания.
люблю перед сном посмотреть видео, в которых делают какие-либо прически. Самые простые, например, сплетают косички. Кажется, также очень хорошо настраивает на сон, расслабляет. Ну и плюс волосы у меня чаще всего длинные. И не очень мне нравится ходить постоянно с распущенными волосами. Поэтому также какие-то варианты найти или у кого-то что-то подсмотреть, мне кажется, это неплохо. Разнообразие с длинными волосами — это прям как раз то, что должно быть. Ну, сейчас я просто решила сделать косичку, которая называется рыбий хвост. И знаю, что она получается очень-очень красивая, если брать очень-очень мелкие прядки. Хоть и занимает это много времени, но результат, конечно, в конце. Если вы не поленились и брали вот именно мелкие прядочки, будет просто превосходно. У меня уже что-то получается, хотя, конечно, не очень удобно, потому что волосы подстрижены, это каскад, и все прядки, ну, не все, многие, они разной длины, поэтому немного выскакивают. И вот это коротенькое, а вот все остальные, например, длинные. Ну и плюс они у меня здесь не все. И когда на одну сторону, немножко сложно. Но я думаю, вы уже видите, что получается очень симпатичная косичка. Особенно красивая, когда волосы длинные, к примеру, ниже лопаток. И можно сделать, конечно, очень красиво. Так, у меня тоже начало что-то немножко выскакивать. Но я попробую закончить начатое. Наверное, на эту сторону просто чуть больше захвачу прядочку, чтобы было с чем работать дальше. И я сейчас перешла на шепот. На самом деле я не очень люблю, когда все видео сопровождается исключительно шепотом. Нравится, когда авторы меняют свою громкость голоса и переходят, к примеру, от тихого голоса до еле слышного или немного шепчут, но совсем шепот. Я не очень люблю. Так, у меня получилась вот такая косичка. Наверное, вот этот мышиный хвостик больше не буду трогать. Смотрите, можем еще некоторые прядки вот так достать. Ну, не переусердствовать, иначе может все испортиться. Если потренироваться, то может получиться очень даже симпатично. Но я пока что расплету свою косу. У меня волосы крашены, и я, правда, перестала краситься пару лет назад, но когда делала косичку и вот эти давно светленные прядки тоже создают очень красивый эффект.
считаю, что волосы мои сейчас в порядке, то, пожалуй, перейду к следующему. Также, как и деревянная расчесочка, я, в общем-то, люблю звук всех деревянных предметов, и я взяла свои карандашики. Они встречались в моем коротком видео, когда я решила показать маленькие фрагменты, когда я раскрашивала котиков. Я думаю, как-нибудь я сниму полное видео и расскажу что-нибудь полезное или интересное. Они у меня такие больше совсем маленькие, но очень нежные цвета. И звук, который издает, также мне очень нравится. Такие два малыша. И с этой стороны. Так, такие два. Так, что у меня тут еще? Мне на самом деле подписано не на большое количество блогеров. И мне также нравится, когда показывают какие-то любимые вещи. И вот мне один из таких предметов — это вот эта шкатулочка. Я думаю, ей, наверное, лет 6 уже. Она деревянная. Смотрите, такая темно-вишневая, с узором. Очень красиво. Даже краска нарисована. Уголки — это не из-за того, что ей уже много лет. Это искусственно составлен. Это такой стиль. Смотрите, здесь также. Так. И вот она у нас на Рождество была. Как это называется? Птичка, елочка, ветка, может быть, сосна. И надпись Merry Christmas. Также она у меня матовая. И это мне тоже очень нравится. Послушайте, какой звук. Уже немножечко во время многочисленных переездов повредилась, но люблю ее от этого не меньше. Крепление и можем открыть ее. Тут у меня всякая всячина. Пожалуй, сегодня мы не будем это рассматривать. Вот еще два деревянных предмета. Карандаши и шкатулка. Как в одном из своих ранних видео, не скажу старых, потому что просто ранних, нельзя эти шедевры от Марии называть старыми. Она говорила, что ей нравятся звуки предметов, которые сделаны из натуральных материалов. Могу не согласиться, мне кажется, это одни из самых приятных. Дерево — это, конечно, вообще фаворит. Пойдем дальше. Что еще люблю? Так это бумагу. Звук бумаги. У меня здесь конверт. Очень красивый такой цвет. И звук, кажется, тоже один из самых приятных, который только можно услышать.
взяла еще свой блокнотик. Тоже фиолетовый. Расцветка, конечно, прекрасная. Книги. Также один из триггеров моих. И обожаю ее видео, где рассказывают про книги, а также создают разные звуки. Здесь картонная обложка, плотная. Поэтому звук такой резкий. Ну, даже может быть грубый, но мне нравится. Послушайте. Сегодня все матовое, он тоже. Там, кажется, мой звук даже похож был на тот, который был в шкатулке. И также вот этот эффект, как будто бы мокрые пальцы. Что, конечно, дать. Послушайте книгу. Какой звук. Страничек. Открыть там, где я еще ничего не писала, и тогда это будет уже другой звук. У меня от ASMR видео есть несколько терминов, которые теперь прижились, которые я использую. Один из них это, конечно же, дыхание книги. Думаю, также люди, которые похожие триггеры, знают, откуда это. Попробую сделать, но посмотрим, что получится. Странички пустые. Давайте попробуем там, где я что-то писала уже. Немножко побольше. Также свое увлечение, когда хочется купить как можно блокнотов или открыток, конверты также красивые. Также называю их теперь бумажная любовь. Но бумага, конечно, тоже очень восхитительные звуки создает. И на самом деле дома очень много книг, так как я состою в читательском клубе. С подругами организовали такой. И я когда хотела снять небольшой обзор, но пока отложила. Думаю, время будет. И я соберу именно те, которые либо самое, например, глубокое оставили впечатление, либо которые я точно бы порекомендовала, и о которых те книги, про которые я могу много интересного сказать. Поэтому, пожалуй, попозже что-нибудь такое тоже сделаю. Так, а сейчас будет самый громкий, но такие звуки я также люблю. Послушаем. Что, послушайте? Вот тоже розовый кусочек. Вообще-то это часть упаковки от Стов. Часть была в корзинке. Создавала объем, но когда я ее разбирала, мне очень понравился этот хруст. И потому я оставила ее. Это
Мне всегда хотелось свой канал, потому что, как мне кажется, ну, я думаю, я знаю, какие видео я хотела бы чаще видеть, какие звуки я хотела бы чаще слышать. И вот решила сделать мне канал, где я буду делать именно такие видео, какие я бы смотрела чаще всего. Не хочу сказать, что другие видео хуже или что они не должны быть, но, как я и сказала в начале, я считаю себя представителем олдскул АСМР и предпочитаю именно такие видео. Поэтому в этих рамках я и буду держаться. Пожалуй, хватит хруста. Я, пожалуй, начну заканчивать это видео. И хотела бы вас всех поблагодарить, тех, кто досмотрел до этого момента. Я буду рада, если вы ставите мне комментарии, какие видео вы любите смотреть, какие звуки вы предпочитаете. Также очень интересно. И, конечно, есть план, что я хочу выкладывать, но я думаю, что коллаборация моя и вас, ребята, будет также очень интересной и принесет пользу большему количеству людей. Не скупитесь на комментарии. Буду рада знать ваше мнение. А сегодня я пока что заканчиваю. Желаю вам спокойной ночи. И до новых встреч!